Знаете, кому-то в наследство достаются дома, квартиры, миллионы, а кому-то что-то потяжелее в виде драгоценного скарба, что следует по пятам гулким эхом чужих фраз. В нашем роду все женщины несчастные. Или «да ничего путного из тебя не выйдет». Или даже так. Ну, в нашей семье все носят очки, и ты будешь. И вот ты взрослый или взрослая, и вроде сам строишь эту жизнь, но где-то внутри все еще звучит это наследство. Меня зовут Катя, и сегодня мы вместе с вами поисследуем, почему мы так внушаемы, как наши ожидания создают нашу реальность, обсуждаем самосбывающееся пророчество, а также поговорим о внушенных нам семейных сценариях и посланиях, и о том, как их можно от себя отделить. Ну вообще, возможно ли это? Да и вообще, нужно ли все-таки наследство? Может, пусть остаются. И я сразу же хочу поблагодарить вас за просмотр этого видео. Я радуюсь каждому просмотру, каждому подписчику и комментарию. Спасибо, что вы есть, вы очень ценны. Вообще человек внушаем из-за совокупности факторов, нет какого-то одного, который был бы основным. Ну, во-первых, конечно же, на степень внушаемости влияют личностные особенности, например, неуверенность, доверчивость, излишняя эмоциональность. Но, конечно, не только личные особенности влияют на внушаемость. Огромное значение имеют еще и условия, в которых человек оказывается. Например, стресс, усталость, страх или дефицит времени – все это значительно повышает подверженность внушению. Тут, кстати, привет передают мошенники. Они прекрасно знают, что чем сильнее нас напугать и поторопить, тем проще будет облапошить. Возможно, вы слышали такие истории или даже сами в них попадали, когда мошенник давит на страх, говорит что-то вроде: «Если не переведете деньги прямо сейчас, карту заблокируют, у вас будут проблемы, у ваших родственников тоже» и так далее. И вот тогда рациональное мышление отключается, а потом, когда уже все позади, оно снова включается, и возникает вопрос: подождите, вообще, как я на это повелся? Это объясняется просто. Во время стресса активируется миндалевидное тело, та часть мозга, которая отвечает за реакцию «бей, беги, замри». Она перехватывает управление у префронтальной коры, той области, которая отвечает как раз-таки за логику, анализ и контроль импульсов. То есть мозг буквально переключается в режим выживания, где главная цель – быстро избавиться от опасности. Ну и, соответственно, тут еще и рядом есть помощник, помогает, предлагает решение. Ну и, собственно, когда только стресс спадает, кора снова включается, берет управление обратно, и вот тогда человек просыпается и осознает: так, а что вообще это было? Так что не обманывайтесь, люди внушаемы. И вы, и я, всех нас могут облапошить, что-нибудь нам внушить такого эдакого. Тут важно просто подыскать каждому подход. Что вы там, напугались? Тогда прямо сейчас обратите внимание на свое дыхание, на телесные ощущения, удобно ли вы сидите. Подышите медленно, спокойно, займите более удобное положение, включаем вашу рациональность и двигаемся дальше. Итак, что еще на внушаемость влияет? Социальное давление, особенно давление со стороны значимых людей, низкая осведомленность и неразвитое критическое мышление. Все это также повышает подверженность внушению. Внушение – это воздействие, при котором мысль принимается без критики, что делает людей более восприимчивыми к информации от СМИ, рекламы и других людей. Что носить, что покупать, кому деньги отдавать, кого любить, кого ненавидеть, кто друг, кто враг, а кто так. И здесь я вам в этом контексте расскажу историю про себя и своего детства. Мне, когда было 5 лет, у мамы на подоконнике росли такие маленькие красные перчики. И папин младший брат, который тогда жил с нами, рассказал мне, что эти перчики, они безумно вкусные, они такие сладкие. И я ему сначала пыталась не верить. Но он так нахваливал эти перцы, что я не устояла и откусила кусочек этого блестящего, манящего перчика чили. Ну и из тех самых горючих моих слез я больше, во-первых, не кусаю незнакомые продукты большими кусками. Во-вторых, с пониманием отношусь к тем людям, которых в чем-то убедили. Почему я рассказываю эту историю? Рассказываю ее вам как пример того, что дети, ввиду того, что они дети, и критическое мышление, жизненный опыт у них находится также, в детском состоянии просто-напросто. Так вот, дети особенно восприимчивы к внушаемости.
А если это послание говорит еще и взрослый, которому они доверяют, то тут уже, как говорится, пиши пропало. Но это же не только про перчики чили говорят. Говорить могут не только про то, что ты у меня самый умный, все у тебя получится, но и «ай, да ничего путного из тебя не выйдет». И вот если говорят, конечно, что-то хорошее, это, конечно, чудесно влияет и на самооценку, и на уверенность в себе. Но зато, если говорят что-то токсичное и не поддерживающее, то в жизни это может очень сильно мешать, если эту токсичность продолжать в себе носить. Но пока давайте отложим в сторону семейные послания и посмотрим на исследования внушаемости и разных взглядах на этот феномен. Я вам расскажу несколько идей, несколько известных исследований, которые мне кажутся любопытными, и для меня они убедительны. А вы уж сами решаете, убедительны ли они для вас. Нет или да, я буду ждать вашего мнения в комментарии. Ведь только включив критическое мышление, мы можем защитить себя от внушения. Есть такой американский психолог Ирвинг Кирш. Он исследует эффект плацебо, антидепрессантов, феноменов внушаемости и гипноза. Так вот, есть психологический феномен, который объясняет, почему наши ожидания могут буквально менять реальность. Ирвинг Кирш назвал его ожидание ответа. Это не просто мысль или надежда, это внутреннее убеждение о том, как мы автоматически отреагируем в определенной ситуации. Представьте, вы принимаете таблетку и абсолютно уверены, что она поможет. Даже если это плацебо, ваше ожидание запускает изменения в теле. Снижается боль, уменьшается тревожность, улучшается самочувствие. Это не самообман и не иллюзия. Исследования показывают, что ожидания влияют на работу нервной системы, на уровень гормонов, на восприятие боли и даже на результаты медицинских тестов. Представьте, насколько сильна надежда. То же самое работает и в обратную сторону. Эффект ноцебо. Если мы убеждены, что что-то нам повредит, то риск ухудшения состояния резко возрастает, даже если объективной опасности нет. Кирш писал, что наши ожидания формируют опыт точно так же, как и сценарий формирует развитие фильма. Мы подсознательно начинаем действовать и чувствовать так, чтобы этот сценарий сбылся. И тут я вспоминаю о кейсе из одной психотерапевтической книги. Я, к сожалению, не помню, что это за книга. Вот такие надежные источники информации я предоставляю. Ну что ж, вам придется мне поверить на слово. Итак, что за кейс? Клиентка говорила о том, что вроде как все хорошо у нее в браке, но она чувствует что-то не то. Муж надежный, любимый, замечательный, заботливый, но ей так и хочется за него зацепиться на ровном месте. И в результате терапии выяснилось, что в семье прабабушка когда-то вышла замуж не по любви, всю жизнь страдала в браке, и теперь всем женщинам в ее роду тоже суждено страдать. Ну, такое, как будто проклятие наложено на род, такое послание неосознанно передавалось. И вот, когда этот клубок распутали, клиентка перестала искать, к чему прикопаться в своем муже и приняла свое счастье. Вера в успех или неудачу может запустить цепочку событий, которая сделает этот исход реальным. И когда мы говорим о семейных установках или самосбывающихся пророчествах, мы фактически говорим о тех же самых механизмах. Даниэль Канеман, лауреат Нобелевской премии, предложил простую, но очень полезную метафору работы нашего мышления. Система 1 и система 2. Видите, эту книгу я вспомнила. Откуда эта информация про систему 1 и систему 2? Описаны они вот в этой книге «Думай медленно, решай быстро». Кстати, это офигенная книга, я рекомендую ее вам для развития вашего критического мышления. Итак, что это за система? Система 1 – это быстрое автоматическое мышление. Оно работает мгновенно, без усилий и почти всегда без нашего осознавания. Это то, что мы называем интуицией, это какие-то привычные реакции, мгновенное распознавание эмоций на лице собеседника. Она экономит энергию, помогает быстро действовать в привычных ситуациях. Система 2 – это медленное, это осознанное, это аналитическое мышление. Конечно же, оно требует усилий, концентрации и времени. Именно система 2 подключается, когда мы решаем сложную задачу, когда мы делаем важный выбор,
или проверяем факты. Проблема в том, что система 1 рулит чаще, чем нам кажется. Она принимает решение до того, как система 2 успеет что-то проверить. И это нормально, так мозг экономит ресурсы. Но именно из-за этого мы легко поддаемся внушению. Система 1 любит простые ответы, готовые шаблоны, лозунги, повторяющиеся фразы, стереотипы. Она реагирует на эмоции быстрее, чем на логику. И если фраза знакома и повторяется много раз, система 1 начинает воспринимать ее как правду, даже без доказательств. Ну и, собственно говоря, маркетологи, политики, да и просто люди, которые хотят повлиять на других, используют именно этот быстрый канал. Короткие эмоциональные послания, простые формулы, яркие образы. Пока система 2 думает там что-то себе, система 1 уже приняла решение. Поэтому, чтобы снизить влияние внушения, важно замедляться, переводить восприятие из автоматического режима в аналитический, задавать уточняющие вопросы, проверять источник информации, ловить себя на фразах со словами все знают, всегда так было, все мужики козлы, все бабы дуры. Ну и дальше продолжите сами. Ну и, собственно, включать систему 2, чтобы эти фразы разжевать. Меня кусают. За что? За что меня кусают? Что такое? За коленку кусает, кошмар. Есть еще один мощный механизм, который делает нас восприимчивыми к внушению, это социальное давление. Психологи называют его конформностью. Это склонность подстраивать свои мнения и действия под большинство. Классические эксперименты Соломона Аша в 50-х годах показали это очень наглядно. Испытуемым показывали карточку с одной линией и другую карточку с 3 линиями разной длины. Задача сказать, какая линия совпадает по длине с первой. Все просто, пока остальные участники не начинают дружно называть явно неправильный ответ. И что же происходило? Несмотря на то, что правильный ответ, он очевиден, но около 75% участников хотя бы один раз соглашались с мнением группы, даже понимая, что оно неверное. Они выбирали не правду, а согласие с большинством. Но с другой стороны, 25% стояли на своем правильном мнении. А как вы думаете, поддались бы вы мнению большинства или стояли бы на своей точке зрения? Почему вообще люди склонны соглашаться с другими? Во-первых, ими может двигать страх выделиться. Мы боимся стать чужими в группе. Во-вторых, сомнение в себе. Если все уверены в одном, может, это я ошибаюсь. И в-третьих, некоторые из нас любят социальную гармонию, проще согласиться, чем вступать в конфликт. И что интересно, современные репликации этих экспериментов, включая онлайн-форматы и группы в социальных сетях, показывают, что сила социального влияния все еще высока. Для внушения этот эффект – золотая жила. Если мы видим, что все так думают, все так делают, наш мозг воспринимает это как сигнал безопасности и нормы и автоматически начинает подстраиваться. Например, все так в нашей семье думают, и все так делают, все страдали, ты страдай. Итак, чтобы уменьшить вот это влияние социального давления, важно найти хотя бы одного союзника. Исследования Аша показали, если в группе находится еще один человек, который высказывает альтернативное мнение, конформность резко падает. Это значит, что в жизни стоит искать тех, кто готов задавать вопросы, готов идти против течения вместе с вами. Ищите свою группу поддержки. Еще один психологический механизм, который напрямую связан с внушением и самосбывающимися пророчествами, это самоэффективность. Этот термин ввел канадский психолог Альберт Бандура. Самоэффективность – это не просто вера в себя в общем смысле. Это специфическое убеждение, и я способен справиться вот с этой конкретной задачей. Именно это убеждение по Бандуре во многом определяет, будет ли человек действовать, как он будет справляться с трудностями и каких результатов добьется. Исследования Бандура показали, люди с высокой самоэффективностью ставят более амбициозные цели, настойчивее их достигают и легче справляются с какими-то трудностями. Люди с низкой самоэффективностью чаще избегают сложных задач, быстро сдаются и подтверждают своим поведением собственные убеждения о том, что они беспомощны, ничего не могут сделать.
Но интересно, что самоэффективность – это не врожденная черта. Ее можно развивать, и именно этим часто занимается психотерапия. Бандура выделял 4 основных источника формирования самоэффективности. Так, я переживаю за микрофон. Надеюсь, он не болтается. Итак, во-первых, личный опыт успеха. Даже маленькие победы создают фундамент уверенности. Я смог, значит, я смогу еще. А ведь в терапии мы как раз-таки учимся присваивать достижения, а не обесценивать. Во-вторых, наблюдение за другими. Видя, как похожий на нас человек справляется, мы начинаем верить, что и у нас получится. В-третьих, социальное подкрепление. Поддержка, похвала, конструктивная обратная связь повышают готовность пробовать. Ваше окружение очень важно, и это вы его формируете. Извините меня за эту избитую фразу, но такова жизнь. В-четвертых, эмоциональное состояние. Чем спокойнее мы себя чувствуем, тем выше шанс, что мы решимся действовать. И вот скажите, а вы умеете себя успокоить и поддержать? Ведь это же тоже навык. Внушение и семейные сценарии часто работают именно через подрыв или поддержку самоэффективности. Например, если в детстве ребенку часто говорили «ты не справишься» или «ты не из тех, кому везет», он может и во взрослом возрасте не пытаться пробовать новое. Но если такие фразы заменить на «ты можешь попробовать» и дать опыт успеха, меняется весь жизненный путь. Грустно, если в детстве вам говорили «ты не из тех, кому везет». Но хорошая новость в том, что вы уже взрослый и можете изменить это послание для себя. Я верю, что вы из тех, кому везет, и у вас все получится. Может быть, вы слышали когда-то от других? Вот я так и думал, что вот так и будет, вот так вот это и случилось. А может быть, вы сами умеете предсказывать собственную судьбу? Термин «самосбывающееся» или «самоисполняющееся пророчество» придумал социолог Роберт Мертон в 1948 году. Его статья под названием «Самоисполняющееся пророчество» вышла в журнале, вот в таком журнале, еще летом 1948 года. Однако этот термин в его сегодняшнем прочтении стал известен благодаря его работе 1949 года «Социальная теория и социальная структура». И описал он этот термин так. Вначале самоисполняющееся пророчество является сложным определением ситуации, провоцирующим новое поведение, при котором первоначальное ложное представление становится истинным. Иллюзорная достоверность самоисполняющегося пророчества увековечивает власть ошибки. Ибо предсказатель будет ссылаться на реальный ход событий, как доказательство того, что он был прав с самого начала. Но давайте все-таки попроще поразмыслим, что такое самосбывающееся пророчество. Это ложное убеждение, которое своим влиянием на поведение делает себя истинным. Представьте, в городе появился слух: банк на грани краха. Люди начинают массово снимать деньги, из-за чего у банка действительно возникает кризис ликвидности. Слух, который изначально был неправдой, своими последствиями превращает ложь в реальность. В психологии этот механизм работает очень похоже. Может быть, вы слышали об эффекте Пигмалиона. Это такой психологический феномен, при котором ожидания одного человека относительно способностей или поведения другого влияют на реальные результаты или поведение. Значит, впервые вообще этот эффект Пигмалиона был описан в исследовании Роберта Розенталя и Леноры Джейкобсон. Ну и, собственно, он назывался, это исследование, «Пигмалион в классе». Вышло оно в 1969 году. Исследование проводилось в калифорнийской начальной школе, где Джейкобсон была директором. Основная гипотеза исследования состояла в том, что различные ожидания учителей от учеников отобразятся на успеваемости этих учеников. Соответственно, чем выше ожидания от учеников в начале года, тем выше будут их результаты в конце. Предполагалось, что срабатывает эффект как раз-таки самосбывающегося пророчества. То есть ожидания повлияют на результат. Учителям случайным образом сообщили, что некоторые дети – это будущие звезды обучения. Эти дети были выбраны случайно, без реальных тестов. Но спустя год именно они показали наибольший прогресс в оценках. Почему? Учителя, сами того не осознавая, чаще давали им сложные задания, больше поощряли, терпеливее объясняли и тем самым создавали условия для роста.
Самосбывающееся пророчество может работать и в негативную сторону. Родитель говорит ребенку: ну ты у нас непоседа, до конца дела не доводишь. И ребенок действительно перестает верить в свою способность быть усидчивым. Давайте пример про взрослого. Например, начальник уверен, что новый сотрудник слабый и не дает ему важных задач, из-за чего этот сотрудник не набирается опыта и подтверждает ожидания. Почему этот эффект так силен? Потому что наши ожидания меняют. Во-первых, поведение по отношению к другому человеку, больше поддержки, меньше поддержки, внимания, шансов. А во-вторых, влияют и на самоотношение другого человека. Он начинает видеть себя через призму навязанного образа. По сути, это психологический закон домино. Первое неверное предположение толкает цепочку реальных событий. Ну что же, давайте теперь поговорим о нашей жизни все-таки. Представьте, что вы сидите в театре и смотрите пьесу. Сюжет предсказуем. Главная героиня снова влюбляется в того, кто ее не ценит, с кем она ругается в пух и прах и страдает. А в финале остается одна. Зал уже знает, чем все закончится, но актеры играют с полной отдачей. А теперь представьте, что этот спектакль – ваша жизнь, и вы та самая героиня. Раз за разом вы выходите на эту сцену, только сценарий написали не вы. А он появился еще в детстве, из маминых советов, из папиных взглядов, из того, что в вашей семье было правильным, нормальным. Возможно, никто прямо не говорил: ты не сможешь или счастья тебе не видать. Но слова, реакции, интонации были как реплики в пьесе, которую вы теперь играете снова и снова. Нравится ли вам играть в этой пьесе или вы бы хотели написать свою? То, как в детстве реагировали родители, учителя, может незаметно влиять на все. Как мы выбираем партнеров, какую работу берем или отвергаем, как мы реагируем на успех или на трудности. И даже если реальность изменилась, сценарий заставляет нас искать ситуации, которые его подтвердят. Если в детстве вы усвоили, что все женщины несчастны, обязаны терпеть, к примеру, и вы можете бессознательно тянуться к таким отношениям, где будет этот прогноз сбываться. Как из этого сценария выйти? Ну, во-первых, сделать его осознанным. Когда человек видит, что живет по чужим посланиям, у него появляется выбор – продолжать или переписать. Стать не просто актером, а наконец-таки режиссером своей жизни. Звучит, конечно, все прекрасно. Давайте больше к практике вернемся. Проработка таких посланий – это история не одного вечера. Многие из них въедаются в нас, как будто их выгравировали где-то под кожей. И, конечно же, с ними работают в терапии. И часто месяцами, годами. И это нормально. Если вы уже были в терапии, наверняка знаете это чувство, когда вроде все понял, осознал, инсайты, все дела. Елки-палки, через месяц снова тот же сценарий, только в новом блестящем костюме. И все по новой. Ну, конечно, не все по новой, уже будет, опять-таки, как говорится, по-новому. Вот уже не так. Такая длительная работа. Ну, давайте так. Не все из нас пришли сюда, чтобы послушать про долгий терапевтический процесс. Я думаю, что кто-то хочет понять, а можно ли что-то сделать самому, без этих всех психологов. Так сказать, удалить самому себе этот психологический аппендицит. И погодите меня кидать тапками, я хоть и гештальт-терапевт, можно предположить, что я буду тут продвигать терапию, но, во-первых, я уверена, что терапия не всем нужна, кому-то она даже не подходит просто по формату, во-вторых, она достаточно дорогая. Если у вас есть финансовые возможности, здорово, идите на терапию. Если нет, можно что-то все-таки сделать самому. Не так глубоко, может быть, но не оставаться в этих посланиях, почему бы и нет. Итак, давайте обсудим, что же можно сделать. Первый шаг. Очевидно, нужно найти это послание, которое звучит не вашим голосом. Что-то вроде «не высовывайся, тебе всегда не везет, ты недостойна счастья». Когда вы эту фразу смогли отсоединить от своего голоса, вы уже не полностью внутри сценария, а вы наблюдатель. Послания можно куда-то записать, можно их потом уничтожить физически после их разжевывания, как вам захочется. Шаг второй. Проверьте, чье это. Задайте себе вопрос. Точно ли это мое? Зачем я это подобрал? Кому это когда-то было выгодно?
послании всегда есть выгодополучатель. Вот его и ищите. Спросите себя, а хочу ли я так жить сегодня, вот прямо сейчас, вот в эту минуту? Хорошо это для меня? Полезно? Вкусненько? Иногда одного какого-то такого вопроса хватает, чтобы послание немного потеряло власть. Вот пример не про детские послания, а про маркетинговые. Расскажу вам такой известный маркетинговый кейс, может быть, напомню вам его. Когда-то одна компания зубной пасты решила увеличить свои продажи. Маркетологи посовещались и решили сделать следующее. Они изменили визуальные коммуникации. В рекламе и на упаковке пасты стали показывать, как щетка полностью покрыта толстой красивой полосочкой пасты, почти от края до края. Хотя на самом деле для чистки зубов достаточно маленькой горошины пасты. Но зрительный образ внушал людям. Нужно наносить столько, сколько показывают в рекламе. Результат. Люди стали тратить пасту быстрее, чаще покупать новые тюбики, а продажи выросли. В общем, ищите всегда, кому выгодно послание. Если вам, оставляйте, если нет, переходим к следующему шагу. Итак, шаг 3. Перепишите текст. Если старое послание звучит как приговор, напишите новое, более живое. Например, «Ты должна быть сильной всегда». Вместо этого «Ты можешь быть сильной, но имеешь право и на слабость». Вместо «Будь удобной», «Будь живой, настоящей». Вместо «Ты не заслуживаешь счастья», «Счастье для тебя». И напоминаю про окружение. Ищите поддержку людей, которые помогут вам сопротивляться этим посланиям. В терапии это, конечно, терапевт. А в жизни это теплые друзья, партнеры, родные. Если вы до этого смотрелись только в кривые зеркала, пора найти ровное, посмотреться в него и, наконец, увидеть себя. Того, кто на послании «Ну, у тебя и руки кривые», скажет: «Какие же у тебя руки роскошные, руки мастерицы, все у тебя получится». Вы можете быть не просто героем старой пьесы, а автором новой истории, в которой звучат ваши слова и вашим голосом. Нас формируют слова, но мы не обязаны жить их предсказаниями. Семейные мифы были способом заботы и выживания в те времена. Но сегодня у вас есть инструменты замечать, проверять, переписывать и закреплять новое. Старые домино можно расставить иначе. Наследство можно перетряхнуть и выбросить старый хлам и оставить только ценное и теплое. Если вам понравилось время, проведенное вместе, если вам было полезно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, мне будет очень приятно. И спасибо еще раз, что были здесь со мной. Я внушаю вас на счастье и хорошее настроение этим вечером, утром, днем. В общем-то, увидимся. Вот я снимаю. Значит, снимаю видео, а так вот передо мной сидит котик, который меня кусает. Иногда, потому что я руками махаю. Да, потому что я руками махаю. Котя.